Друзья, приветствую вас. Это дневной обзор курса доллара, евро, индексов и ключевых событий, которые происходят. Так, ну вот возвращаясь к нашему самому злободневному вопросу, это курс рубля к доллару. Ну, смотрите, здесь без всяких прелюдий, без всяких там откатов сразу пошли наверх, попробивали все цели, которые были, и даже те цели, которые предполагалось, что сработают чуть позже, в четверг, после того, как в среду будет размещено ФЗ. Вот. Виной тому нефть, которая в 10 утра начала падать. Соответственно, мы увидели закрепление выше вот этого существенного уровня 68.55. Теперь рубль-доллар перешел уже в другой энергетический диапазон. Этот диапазон находится между 68.55 и 69.35. Соответственно, вероятность возвращения ниже вот этого значения, она возникает только в том случае, если нефть возвращается к росту, пробивает 45-47 и идет отрабатывать диапазон 47-57. Поскольку на текущий момент времени данное мероприятие оно отложено на неопределенный срок времени, то сейчас у нас по паре рубль-доллар возникает движение, которое будет наиболее вероятно происходить вот в этом диапазоне. То есть вот такой локально суженный диапазон, который идет от этого значения и до вот этого значения. Давайте рассмотрим индексы, нефть, новости, которые происходят, чтобы понимать, что ожидает нас по курсу рубль-доллар. Так, ну, во-первых, вот пошли заявления о том, что фондовый рынок восстановился, V-образное восстановление, экономика, она не имеет V-образного восстановления, у нее будет другое восстановление. На самом деле, хотел бы обратить внимание, что буква V это часть буквы W. То есть то, что сейчас с криками называют V-образное восстановление фондовых рынков, это вполне может оказаться частью буквы W или W. И последует второе, а возможно и третье дно. Вот да, сейчас на текущий момент времени мы получили значительный рост фондовых индексов. Это связано с тем, что предприняты соответствующие меры всеми центробанками ключевыми мира. Увеличена денежная масса. Эта денежная масса поступает в экономику. Она как-то экономику пытается поднять, запустить. Но денежная масса она превышает реальные потребности экономики. И, соответственно, отчасти эти деньги паркуются в акциях, индексах, фьючерсах и облигациях. Так, ну вот новости, которые они достаточно неприятные и критичные, они могут в ближайшее время расшатать ситуацию, это то, что Америка решила испытывать атомное оружие. Была договоренность с 1992 года о моратории испытаний ядерного оружия, и вот сейчас, именно сейчас, появилась такая идея, как эти испытания возобновить. Но понятное дело, что такие испытания, они с учетом кризиса, имеющихся противоречий, они никаким образом не укрепляют мировую ситуацию. Но я надеюсь, что это не более чем громкие заявления, и до реальных дел здесь не дойдет. Так, далее. Вот появился новый потенциальный проблемный агрегат, это Франция. Обычно про Францию ничего особо не упоминается. Но сейчас во Франции очень непростая ситуация. Она связана с тем, что французская экономика, она в основном зависит от сектора услуг. Сектор услуг очень сильно пострадал от карантина. И в ближайшее время мы можем увидеть какие-то непредсказуемые и экономические, и социальные, и политические процессы во Франции. Таким образом мы получили новую точку риска, о которой какое-то время ничего особо слышно не было. Так, ну вот еще новая проблема появилась. Тут я не хотел бы никаким образом армагеддонить или что-то нагнетать, но я думаю, с учетом того, какие времена, имеет смысл, в общем-то, закупить и держать под рукой какой-то запас провизии длительно хранящейся. Там на 3 месяца, на полгода. Дело в том, что тревожный звоночек прозвучал еще сегодня и еще это самое весной этого года, когда из-за климатических изменений начали прогнозировать, что будет плохой урожай. Сейчас вот пошли какие-то набеги саранчи от Африки до Индии, и, соответственно, то есть если там будет потерян урожай, это приведет к дефициту продовольствия и к росту, а может быть и значительному росту цен на продовольствие. Но тут никакой паники быть не должно, пока ничего такого страшного не происходит, слава богу. Вот, но тем не менее надо это иметь в виду, и если возможность есть, то с учетом текущей ситуации лучше какой-то там запас чего-то держать.
чтобы потом это не оказалось неожиданностью. Я понимаю, что в текущих реалиях для современного человека это звучит немножко бредово, но с другой стороны, а кто бы из нас мог предположить, что будет пандемия и карантин? То есть этого же тоже никто не мог предположить. Поэтому здесь к черным лебедям лучше все-таки более или менее быть готовым заранее. Ну и вот, возвращаясь к фондовым рынкам, пошли заявления, что текущее восстановление фондовых рынков, оно не соответствует реальному положению экономики. Так, ну вот ВИКС, индекс волатильности или индекс страха, как видите, вот он все-таки здесь, похоже, развернулся и сейчас начинает свой рост, свое восхождение. Это не может не огорчать, потому как это может рынки сложить. Так, далее S&P Future, что мы здесь видим? Но у нас произошло все-таки закрепление ранее 3130, и сейчас развиваются процессы, которые могут это закрепление нарушить и синициировать откат назад. Но вот в ближайшие дни, если все-таки будет пробить 3130, вот это значение, и пойдет возврат вот в этот диапазон, и здесь закрепление, то это будет весьма негативно. Есть здесь еще промежуточный уровень, который у нас сформировался в районе 3180. Вот пробитие данного уровня, оно будет неприятно, но не смертельно. Вот. Если оно произойдет, то наметившийся вот этот вот рост практически отвесный под 45 градусов, он будет аннулирован. Пойдет проторговка, и эта проторговка, она в дальнейшем вполне может привести к продолжению роста. Текущая ситуация может быть чревата тем, что в случае возникновения каких-то катаклизмов, обрушения рынков, американский индекс, если не будет расти, то останется на достигнутых значениях, а многие другие фондовые рынки и индексы начнут сыпаться. То, что касается часового таймфрейма фьючерса индекса S&P, вот здесь есть уровень. Если этот уровень будет пробит на объеме и пойдет закрепление, то текущий рост, скорее всего, аннулируется. Все это перейдет в проторговку вяло текущую. Вот. И, соответственно, это может привести к тому, что другие рынки начнут корректироваться сильнее американского. Вот. Но если идет пробой 3130, это, скорее всего, ставит крест вообще на всем этом росте, и мы начинаем проседать и тестировать те уровни, которые находятся ниже. Но такого сильного проседания я не ожидаю в ближайшее время. Здесь, с учетом той денежной массы, которая сформирована, скорее всего, будет боковик, а то и вообще продолжение роста. И текущий кризис, он уже показал свою неординарность, что здесь будут нарушены в дальнейшем многие законы логики и здравого смысла. То есть здесь уже удивляться ничему не стоит. Но с другой стороны, есть определенная логика краткосрочных и среднесрочных движений. И я думаю, что если пойдет пробитие 3130, то как раз развернется массовая коррекция и пойдет существенное снижение. То, что касается сегодняшнего, завтрашнего дня, если не будет пробития 3180, то это все прошу считать консолидацией, которая приведет к дальнейшему росту. Если будет пробой вот этого значения, то будет либо длительная консолидация вот в этом или вот в этом диапазоне, или мы увидим начало сползания и снижения рынков. Так, ну вот другой немаловажный индекс, индекс доллара, он сейчас находится в консолидации. Консолидация вот здесь, в этом диапазоне. Однако сегодня он пытается начать расти. Точнее, он пытался начать расти и ранее, но это все перешло в проторговку. Вот. И все-таки ему, я думаю, наиболее вероятно это сходить вот сюда, в этот диапазон. Если такое движение состоится, это продолжение риск-он и рост рынков акций и, возможно, укрепление рубля к доллару и евро и рост нефти. Вот. Но если отсюда пойдет разворот, сейчас критерий разворота это пробой вот этого значения. Если оно будет пробито на объеме, то сразу развивается резкое движение сначала на этот уровень, потом выше. Так, ну и вот часовой таймфрейм. Часовой таймфрейм указывает на то, что здесь в самое ближайшее время, сегодня и завтра, будет тестирование на пробитие вот этого значения. Если таковое состоится и оно будет пробито, то нас с высокой степенью вероятности ждет движение вот в этот диапазон салатовый. И, соответственно, это будет дело хорошо для рубля и российского фондового рынка. Если мы сюда не пойдем, то есть если вот сейчас возникает разворот или будет здесь двойное дно и отбой, то это
может вызвать усугубление ситуации, начало risk-off и, соответственно, выход из российских активов и ослабление рубля к доллару и евро. Ну и такое движение, оно, соответственно, будет ослаблять и евро к доллару. Если вот в ближайшее время мы не будем тестировать и пробивать вот этот диапазон, то здесь, скорее всего, сформируется набор позиций. Этот набор позиций приведет к росту индекса доллара и тестированию на пробой вот этого диапазона. И если это будет сделано, то, соответственно, здесь ближайшая цель уже будет движение вот сюда на это значение. Так, далее нефть. Ну, смотрите, по нефти там есть ряд моментов в части соотношения спроса и предложения и связанных с этим новостей. Там, по-моему, еще Ливия вроде должна начать добывать там с каких-то полей, которые были заброшены в результате военных действий. Но здесь, я думаю, ключевой момент, он другой. Сейчас я вам покажу, я в Телеграме его публиковал. Вот я думаю, реальная причина, она кроется в этом графике. В понедельник потребление электроэнергии, оно не восстановилось до тех значений, которые были на прошлой неделе. Но я не знаю, может, конечно, в понедельник еще не все проснулись, но с другой стороны, это может быть тревожный звоночек, поскольку посмотрите, что у нас происходит с ростом новых случаев заболеваний коронавирусом. В США фактически идет отбой и, возможно, рост. Это результат беспорядков, как раз вот там инкубационный период от 7 дней до 2 недель. То есть из-за беспорядков люди могли друг друга перезаражать. Вот. И, соответственно, это создает угрозу для открытия американской экономики. А если таковое произойдет, то это ударит по спросу на энергоносители, то есть на нефть. И поэтому вот это может быть тревожным звоночком, что нефть на 47.57 не пойдет в ближайшее время. Так, ну вот возвращаясь к нефти. Пробили мы важный уровень, который 47 был. О чем это говорит? Это говорит о том, что, скорее всего, бурного роста не будет. То есть здесь либо сейчас будет проторговка затяжная, или отсюда мы пойдем уже пробивать 39,7 и пойдет какое-то снижение. Здесь есть ряд факторов, которые играют друг против друга. С одной стороны, как ни крути, в общем-то, идет какое-то восстановление мировой экономики, это раз. С другой стороны, масса рисков, которые касаются повторной волны коронавируса в США и во всем мире. Мы видим с вами это из графика вновь выявленных заболеваний. Помимо этого идет эскалация конфликта между США и Китаем. Она уже приобретает всевозможные формы, которые могут привести к движению в одну сторону. Это и обострение ситуации с Гонконгом. Ну, Гонконг, скорее всего, раздраконит, и он свою значимость потеряет, поскольку он уже как бы просто разменная монета в игре между Китаем и США. Помимо этого, там нагнетается конфликт на границе между Индией и Китаем. И, помимо всего прочего, торговая война, которую никто не отменял. То есть сейчас Соединенные Штаты вводят новые санкции по поводу того, какая продукция в плане чипов, вот этих ядер, процессоров будет поставляться в Китае американскими технологическими лидерами, Qualcomm, там Supply Technologies или Micron Technologies, как она называется. Вот, соответственно, это пошатнет состояние Huawei компании в плане лидерства в технологии 5G, но, наверное, ей существенного урона не нанесет. То есть они, я думаю, этот вопрос каким-то образом решат. Но, тем не менее, это дополнительный виток противостояния США и Китая и дестабилизация рынков и текущей ситуации. Итак, что касается нефти, смотрите, вот либо мы с текущих значений сейчас разворачиваемся и возвращаемся, подтягиваемся вот в этот диапазон. Если это происходит сегодня до конца дня, то тогда, можно сказать, позиции восстановились. Если такового сейчас не происходит, то в самое ближайшее время мы, скорее всего, будем тестировать 39,7, возможно, пробьем. И после того, как будет отработана цель 39,15, скорее всего, какое-то время будем торговаться в этом диапазоне. Здесь, помимо всего прочего, есть еще один риск, который связан с состоянием сланцевой нефтедобычи в США. Дело в том, что в диапазоне цен 35-45 долларов за баррель они себя чувствуют уже более или менее приемлемо и начинают увеличивать добычу. Тем самым
увеличивается предложение нефти, и цена на нефть будет снижаться в нижний диапазон. Если рассматривать часовой график по нефти, я ожидаю, что по нефти сегодня мы, скорее всего, отскочим. Цель движения будет вот этот диапазон, вот сюда вот. В том случае, если это предположение неверно, пойдет пробой вот этого диапазона и задерг под 39,7. Если остаемся под 39,7, это уже будет не очень хорошо, потому что может развиться более глубокая коррекция. Но я думаю, здесь будет какой-то локальный отбой и движение вот сюда, вот в этот диапазон. Это, скорее всего, произойдет сегодня, может быть, завтра с утра. Вот. Но обращаю внимание, что есть здесь зона, которая, если будет пробита, то эта идея она не сработает. Так, ну вот индекс RGBI пока удержался, не пробил свои лои. Соответственно, пока он не пробил существенного ослабления рубля, мы наблюдать не будем. Как только пробьет и начнется движение, рубль может поплыть. Так, друзья, далее давайте золото взглянем буквально одним глазком. Ну, смотрите, вот по золоту произошел рост, как мы с утра обсуждали, наиболее вероятный сценарий. Хотя здесь вот задерг был, и нервы он, конечно, потрепал. Вот, но все равно как бы стопы собрали и потом с перезаходами поехали наверх. Ну, золото оно отличается своим коварством в этом отношении. Сейчас что следует ожидать? Вот если мы закрепляемся, не пробиваем 1719-1718, то здесь по факту набора позиций отсюда разовьется движение, первая цель которого 1733, и потом штурм 1752. Вот. Если все-таки пойдет пробой этого диапазона, сначала мы сходим на 1714 и по факту пробития 1711,5 начнется проседание, цель которого будет диапазон 1703-1700. Пробитие 1700 на растущем объеме может привести к тому, что вот этот вот растущий тренд он сломается, и золото оно опять скиснет и пойдет что-то там внизу тестировать. Но по золоту тут есть дополнительный фактор, не очень позитивный. Индия подкачивает, она один из крупнейших потребителей золота, потому что там многие женщины и мужчины сбережения держат в золоте. Особенность восточного менталитета такая. В этом году она немножко подводит, потому что там упадок экономики из-за этой пандемии. И, соответственно, поэтому для золота дополнительный негативный фактор. По золоту, я думаю, скорее всего, мы сегодня-завтра все-таки вот эти цели освоим. Вот. Ну а завтра вечером или в четверг пойдет, скорее всего, либо отсюда корректирующее движение на 1700. Наиболее вероятный сценарий. Есть определенные события, которые могут вызвать безумный рост золота, но я думаю, они все-таки завтра не произойдут. Так, друзья, но возвращаясь к нашему любимому рублю, рубль-доллар, USD Tomorrow, часовой таймфрейм, ну вот видите, с утра улетели вверх, аж эта самая ракета не успела, то есть все цели, которые я предполагал, они будут в четверг закрыты, их закрыли уже сегодня. Сейчас рубль-доллар перешел в другой диапазон, это диапазон, вот эта нижняя часть, вот эта верхняя часть. Вообще как бы у него теперь цель движения при пробитии вот этого верхнего диапазона находится вот здесь. То есть как только здесь вот эти пимпочки пробиваем, сразу резко идет вот сюда, в этот диапазон закрывать цели. Сейчас здесь идет консолидация. Завтра помним, что размещение ОФЗ. Поэтому предполагая, что нефть наиболее вероятно будет либо проторговываться, либо отскакивать вверх, то я думаю, что все-таки мы вот протестируем сначала вот эту границу, потом вот эту границу. Если сейчас все-таки пойдет расти индекс доллара, то, конечно, в этой ситуации мы не увидим предполагаемого движения вот в этот диапазон, а мы увидим тестирование на пробой 68,9-68,98 и после пробоя отработку вот этой цели. Вообще здесь ему бы поторговаться в этом диапазоне отсюда и до сюда. И после этого по факту того, как будет разыграна мировая карта, как пройдет ФРС заседание, то, соответственно, ему после этого вполне будет удобно, наверное, пробить верхнюю границу и сходить позакрывать вот эти цели.
Вот. Если нефть все-таки выправляется, и мы увидим, что по нефти будет движение на закрытие гэпа в районе 45,3, по-моему, и движение на 47, то в этой ситуации мы увидим стремительный возврат в этот диапазон и последующую попытку тестировать на пробой 68.04 и идти вниз. Что касается сегодняшнего дня, давайте посмотрим более короткие таймфреймы. Так, ну вот 15 минутка мне подсказывает, что здесь раздача произошла. И сейчас, если никакого негатива не пойдет и не будет пробития вот этой верхней крышечки проторговки, то мы сначала протестируем вот это значение. И по факту его пробития у нас состоится движение с целью тестирования вот этой нижней границы. Если рассматривать 4-часовой таймфрейм, то у нас здесь получается была цель движения, которая находилась вот в этом диапазоне 69.1, 69.3. Эту цель мы пока не добили. Здесь началась разворотная формация с целью потестить вот эту нижнюю граничку. Вот. Но это движение может возобновиться в том случае, если мы увидим пробой 68.96. Вот. В текущих обстоятельствах такое возможно, но сейчас с учетом завтрашнего размещения ОФЗ, по крайней мере до завтрашнего вечера, было бы логично либо остаться вот в этой проторговке, либо отсюда сходить потестировать вот эту чудесную оранжевую линию. Так, друзья, но евро-рубль, евро у нас тоже очень уверенно сегодня рвануло, дневной таймфрейм. Здесь все зарисовано волшебными уровнями. Сейчас мы посмотрим более короткие таймфреймы. Так, ну по евро-рубль я предполагал, что все-таки с утра будет откат и укрепление рубля, но с учетом динамики откат он не реализовался. Была его легкая имитация, потом с опережающими темпами я вот предполагал, что где-то к обеду мы вот на эту линию сходим. 77,5, однако человек предполагает, а Бог располагает, поэтому ее пробили и ушли вот в этот волшебный диапазон между оранжевыми линиями с опережающими темпами. Соответственно, теперь у нас стоит задача вот удержаться, не пробить эту оранжевую линию. Если она не будет пробита и пойдет дальнейшая проторговка, то здесь уже вопрос времени нескольких дней, конца недели или начала следующей, это движение по тестированию вот этой линии 78.24. По часовому таймфрейму мы вот не отработали цель, которая 77.91, это первая цель. Следующая цель движения, она в районе 78.39 находится. Вот, поэтому сейчас, судя по всему, если здесь вот мы все-таки удержимся и не будет отката, то сейчас вот рисуется разворотная формация. И по логике вещей до размещения УФЗ должен быть еще задерг куда-то вот сюда, вот 77.58. Возможно даже тестирование вот этого уровня. И потом уже, скорее всего, мы получаем рост. Ну как, если рассматривать с точки зрения любви к графическим фигурам, здесь у нас перевернутые голова и плечи. И, соответственно, эта фигура, она реализуется тем, что уходит движение вот куда-то сюда, в этот диапазон. Так, но если вот мы рассматриваем более короткий таймфрейм, 15-минутный, но, правда, в данной ситуации, в данном конкретном случае он не столь информативен, хотел бы обратить внимание, что сейчас вот по 15-минутке может быть корректирующий откат. Цель этого отката – заход вот сюда, в этот диапазон. В том случае, если диапазон будет пробит, пойдет тестирование вот этого диапазона, который в районе сильного уровня находится. Вот. Если, конечно, этот диапазон будет пробит на объеме, то разовьется откат, цель которого будет возврат вот сюда, вот в эту область. Но на текущий момент, я думаю, ситуация маловероятная. Здесь, скорее всего, либо будет удержание вот в этой проторговке, либо короткий задерг сегодня-завтра с утра, вот сюда, вот в этот диапазон, и потом возврат в эту проторговку. И завтра, соответственно, мы увидим, возможно, даже и сегодня, если нефть не будет восстанавливаться, это добить и отработку вот этой цели 77.91. Если на ней закрепимся, то не за горами уже заход на 78.1, потом 78.25. Вот такое мое видение, друзья, по доллару, евро, рублю, ну и по всяким ужасающим новостям. Спасибо за внимание.